Вооруженные силы Украины лишатся дефицита снарядов и смогут подготовиться к новому контрнаступлению. ЕС готовится передать боеприпасы. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Все готовятся к войне. Что стоит за заявлениями России и НАТО и почему лбами столкнулись Илон Маск и президент Латвии? Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать, это Россия и другие враги свободного мира. Трамп угрожает Байдену и называет действующего президента США угрозой для демократии. Поведение Байдена относительно нашей границы по определению является заговором с целью поражения Соединенных Штатов Америки. Могилу Алексея Навального усеяли цветами. Россияне идут на Борисовское кладбище 4-й день подряд. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Германия готовится к войне с Россией. Всем известный своим нестабильным настроением и поведением зампредседателя Совбеза РФ Медведев сделал такое громкое заявление. Однако не уточнил, готовится ли Берлин нападать на Россию или же Берлин делает все возможное, чтобы усилить свою оборону в случае нападения Кремля на страны НАТО. В своих соцсетях Медведев не впервые, кстати, пишет оскорбления в адрес немцев. В фокусе внимания, в частности, Олаф Шольц. Медведев обвиняет его в недостаточной реакции на опубликованные пропагандисткой Симоньян аудиозаписи с перехватом разговора офицеров Бундесвера, которые обсуждали передачу Украине ракет «Таурус» и уничтожение Крымского моста. Так что попытки представить разговор офицеров Бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией. В Германии решили не молчать и дали ответ на такие заявления, кстати, уже не первый раз за последние несколько дней. Шольц во время визита в Ватикан анонсировал тщательное расследование и обещал разобраться, кто стоит за утечкой информации. В Минобороны Германии дали такой ответ. Публикация разговора военных Германии – это часть информационной войны России, которую ведет Путин. В этом нет никаких сомнений. Гибридная атака, дезинформация, разделение. Цель – подорвать наше единство. Первые результаты проверки в связи с публикацией будут в начале следующей недели. Не надо влюбляться в Путина. Утечка разговора должна рассматриваться в более широком контексте. Не случайно россияне опубликовали запись в конце недели, насыщенной критическими событиями с точки зрения Кремля. Именно Россия готовится к новой войне, однако уже к гибридной и против Молдовы. Так считают в Американском институте изучения войны. Аналитики обращают внимание на резкие высказывания Лаврова на дипломатическом форуме в Анталии. Тем, кто послужил причиной такого заявления Приднестровского парламента, прежде всего режим, который в Кишиневе обосновался, и который идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье. Именно такие заявления, по мнению аналитиков Института изучения войны, будут использованы Москвой и в дальнейшем, что по сути создает условия для гибридных операций Кремля, направленных на дестабилизацию ситуации внутри Молдовы. Но, кстати, в Кишиневе подготовили резкий ответ Лаврову. Министр Лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе. Страна, которая сажает в тюрьму и убивает оппозиционных политиков, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли. Важно, чтобы министр Лавров был должным образом проинформирован о ситуации в Приднестровском регионе, где более 70% местной продукции и услуг экспортируются в страны-члены Европейского Союза. На заявление Лаврова обратили внимание и в Киеве. Там назвали заявление внутренней неадекватностью, с которой стоит бороться либо военным путем, либо же медицинско-юридическим, предоставив господину Лаврову помощь специалистов. Да, вот этот напыщенный старичок, который выдает себя за дипломата, безусловно. Вот посмотрите, буквально вчера
вот этот старичок, малообразованный, потому что к дипломатии это не имеет никакого отношения, выходит и говорит, молдавский режим будет что-то там делать и так далее. Вот главное осознать всем, что когда существо, которое называет себя дипломатом другой страны, начинает кого-то оскорблять, называть, это значит, нужно закончить все серьезные отношения с этой страной. Нужно поставить их на место, потому что нельзя, вы хотите называть молдавский режим, киевский режим, они идут по пути киевского режима, мы будем с этим бороться. Вы никто, Россия никто, она не может вмешиваться в суверенные дела суверенных государств. В НАТО не готовы размещать свои войска в Украине. Очередная реакция на заявление президента Франции Макрона появилась в Польше. На этот раз высказался спикер польского Сейма, очевидно отправив сигнал не только Киеву, но и Москве. По словам спикера, появление натовских военных в Украине станет большой проблемой именно для стран НАТО. И вообще, по мнению политика, Киеву сейчас нужны не люди, а западные технологии. Если солдаты из страны НАТО, даже отдельной страны-члена НАТО, будут атакованы или погибнут на вашей территории в этой войне, мы будем рассматривать это как атаку на весь альянс. Хоть это и произойдет в Украине, мы должны будем дать коллективный ответ. НАТО – это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому мы дискутируем по этому поводу. И пока в НАТО идут такие дискуссии, американский миллиардер Илон Маск считает, что Альянсу пора прекратить свое существование. Мол, исчезла причина создания и существования этого НАТО. Маску ответили достаточно быстро в его же соцсети X. Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать, это Россия и другие враги свободного мира. Среднесуточные потери российской армии в течение февраля 2024 года стали самыми высокими за 2 года большой войны. К такому выводу пришла британская разведка. Уточняют, это общие потери, то есть учитываются и убитые, и раненые. Всего же речь идет о 983 вышедших из боя оккупантов в сутки. В Минобороны Великобритании считают, что такие действия на истребление своих солдат говорят о желании Кремля бороться на истощение. Что, кстати, дает и позитивный результат для армии оккупантов и ухудшает позиции ВСУ. В Турции при этом заявили, что пришло время, цитата, «отделить вопрос признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня». Мы считаем, что пришла пора для прекращения огня в Украине. Прекращение огня не означает признание оккупации. Обе стороны, похоже, достигли предела того, чего они могут добиться с помощью войны. Несмотря на эти заявления, Россия, вероятно, готова и далее жертвовать не только своими людьми, но и техникой. В Американском институте изучения войны пишут, что оккупанты для достижения целей на Авдеевском направлении не прочь рискнуть своими самолетами. И несмотря на большие потери в небе за последние 2 недели, а я напомню, ВСУ сбили уже практически 2 десятка истребителей и самолет-разведчик А-50 России, отказываться от авиации оккупанты не собираются. Польша проводит неформальные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для того, чтобы удовлетворить требования фермеров. В этом признался министр иностранных дел страны Анджей Шейна. Он, кстати, добавил, что если эти переговоры затянутся, то Варшава будет сама решать, что ей делать на границе, кого и как блокировать дальше. Ситуация на границе, напомню, остается непростой. В Госпогранслужбе Украины говорили, что блокада грузового транспорта продолжается по 6 направлениям. Порядка 2500 фур стоят на территории Польши в сторону Украины в ожидании проезда. Русские очень сильно просто греются на этом конфликте, это их очень радует. Но хочу сказать, это не антиукраинское. Это просто люди, которые не в состоянии, не понимают, что происходит. И просто видят дешевое зерно, которое идет и отнимает у них надежду, что они будут в состоянии продать свое зерно. Трамп продолжает атаковать Байдена. Не физически, конечно, а только лишь резкими заявлениями и обвинениями. И, похоже, такие выпады в сторону действующего главы Белого дома нравятся определенному количеству американцев. Согласно опросу The New York Times и Сиенского колледжа, в гипотетическом матче-реванше именно Трамп победил бы Байдена и опередил на целых 5%, 48 против 43. Кстати, в эти выходные Трамп победил на кокусах сразу в 3 штатах, обогнав своих соперников-республиканцев.
Возможно, так повлияли на выбор американцев следующие слова Трампа. Давайте их послушаем. Поведение Байдена относительно нашей границы по определению является заговором с целью поражения Соединенных Штатов Америки. Знаете, он говорит о демократии, но он сам представляет опасность для демократии. Россияне продолжают нести цветы к могиле Алексея Навального. Накануне буквально выстроились в километровые очереди у Борисовского кладбища в Москве. Это люди разных возрастов, которые не смогли прийти в день похорон оппозиционера. О задержаниях не сообщалось, несмотря на то, что автозаки были замечены недалеко от кладбища. Были надежды на него. Очень жалко. Всегда ходили к Немцову и ходим. Еще добавилось место. Не дай бог еще появится. Опасаемся очень. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.